Приветствую, друзья! О One Audio Focus A10, конечно, уже много всего было сказано. Пришло время и мне обозначить свою точку зрения касательно данного продукта и его звука. Из важного отмечу наличие ASCII-кодека, до 50 часов автономной работы, возможность использования их по кабелю, наличие режима звуковой прозрачности и достаточно качественную, как для своей цены, сборку. О них сегодня поговорим. Поехали! Пришли наушники в черной коробке с изображением героев обзора, логотипом HiRes аудиосертификации и перечнем технических характеристик с обратной стороны. В комплект нам положили плотный бокс для транспортировки, инструкцию и два коротких кабеля Type-C для зарядки и AUX для использования наушников в проводном режиме. Из характеристик известен импеданс, равный 32 Ома, чувствительность минус 42 дБ, а также объем встроенного аккумулятора в 800 мАч. Сами наушники имеют закрытую полноразмерную конструкцию с 40-мм динамическим излучателем и решеткой отверстия для компенсации, расположенной сверху. На голове они сидят удобно, слегка давят, зато уши в них практически не потеют, а это большая редкость в данном сегменте. Оголовье, как обычно, цельное, с мягким слоем на верхней части, регулировкой с механическими щелчками. Слышал, у кого-то это сцепление не держит, в моем же случае все нормально. Чашечки наделены двумя степенями свободы со смещением примерно на 45 градусов по горизонтали и на 120 по вертикали. В плюсы также вынесу складную конструкцию, что хорошо так экономит место как в сумке, так и на столе. Амбушюры выполнены из приятного, мягкого на ощупь кожзаменителя, а внешняя часть чашечек своей структурой очень напоминает винил. Радует, что все подвижные элементы здесь сделаны из металла, а значит, прослужит модель долго, да и выглядит она достаточно дорого. Снизу на левой чашечке находим Type-C порт с поддержкой быстрой зарядки, кнопку переключения режимов шумоподавления и индикаторный светодиод. Всего режима 3. Шумоподавление включено, выключено и режим звуковой прозрачности, чтобы вы могли слышать все происходящее вокруг вас. Вторая же чашечка содержит ребристую кнопку включения, она же пауза, индикаторный светодиод, две раздельные клавиши управления громкостью и 3,5-мм вход для использования наушников в проводном режиме. В этом случае шумодав, естественно, не работает. В режиме Bluetooth нам доступен мультипоинт на 2 подключения, ровно 2 кодека на выбор SBC и ASC, неплохой запас по громкости и возможность работы от одного заряда до 50 часов на половине громкости без шумоподавления и до 40 часов с шумоподавлением. Фирменного приложения, к сожалению, нет. Здесь же опишу одну странность. На самом деле это у меня уже второй экземпляр данных наушников, поскольку первые подключались и примерно через 3-5 секунд соединение рвалось, а наушники оказывались выключенными. По запросу производитель поменял их мне на новые, однако проблема сохранилась. Позже выяснилось, что нужно было удалить старое подключение и создать новое. Сейчас все работает стабильно, однако от брака здесь никто не застрахован и ведет он себя вот таким странным образом. Кстати, дело, как оказалось, вовсе не в батарее. Вот так, друзья, это все и выглядит. Все измерения проводил при помощи искусственного уха стандарта AEC 60318-4 в проводном и беспроводном режиме, чтобы, так сказать, оценить все возможности модели, где получил относительно быстрые импульсы, искажения в пике, достигающие 0,4%, если, конечно, не учитывать низкие частоты. Фаза ведет себя естественно, а затухание на 30 и 60 дБ составляют в минимумах 82 и 100 миллисекунд с возмущениями по всему спектру частот. А ЧХ же буквально поражает абсолютно ровной нижней частью, после чего идет небольшой акцент на 800 Гц, затем еще на области разборчивости и на 6 кГц. На 10 кГц нам сделали ямку, чтобы улучшить восприятие сцены, а акцентом на 14 кГц в звук вернули воздух и подчеркнули различные перкуссионные моменты. В общем, вполне достойный график без каких-либо особо спорных мест. По Bluetooth без шумоподавления нам слегка прогнули середину, дабы оформился бас, а с шумоподавлением серединка выпрямляется и сильно выпячивается пик на 6 кГц, повышающий псевдодетализацию.
Переключаясь между режимами, по проводу звук мне показался более четким, очерченным и заметно выше в плане техничности. По Bluetooth же чуть лучше оформляется бас, но появляется некоторая размытость и сглаженность. При этом звук становится мягче и, так сказать, бархатнее. Каши из частот, как в совсем бюджетных наушниках, здесь нет. Частоты хорошо разделены, а сам звук ощущается собранным, с неплохой выразительностью и подчеркнутой мелодикой. Единственная сцена словно сужена, отчего лично мне не хватало воздуха, а музыканты словно стоят плечом к плечу. Пространство в глубину тоже не сказать, что чувствуется. То есть нет ощущения масштаба и того самого размаха в оркестровой музыке. Для стиля же попроще всего, на мой взгляд, хватает. Следовательно, А10 точно подойдут любителям рока, не слишком требовательного к скорости металла, какой-нибудь ритмичной электроники, а также всего популярного и молодежного. Бас сам по себе чувствуется, думаю, это за счет внушительного числа искажений, а серединка приятная, с хорошим уровнем прорисовки и неплохой экспрессией. Высокие же частоты здесь не задавлены, не подсвечены и не убраны на второй план, то есть сам по себе звук ощущается полноценным, хотя и немного кучным. Как я уже сказал, здесь неплохая собранность, основной акцент на макро и довольно честная передача тембров. Как для наушников за $150 это очень достойно. По проводу, конечно, еще лучше, чем по Bluetooth, но в любом случае они корректны и весьма музыкальны. Не что-то прямо аудиофилское, но вполне неплохой звук, я бы такими мог пользоваться. При включении режима ANC серединка хорошо так выделяется и звучит словно по кабелю, а детализация даже превосходит проводной вариант. Без ANC серединка кажется немного задвинутая, само звучание чуток пресным, но это, друзья, лишь на контрасте. О режиме прозрачности ничего особенного сказать не могу. Понятно, что это не для вдумчивого прослушивания. Тестируем качество записи микрофона беспроводных полноразмерных наушников One Audio Focus A10. Вот, собственно, так они и записывают, и именно так вас будет служить ваш собеседник при звонке. И итогом полноразмерные беспроводные наушники One Audio Focus A10 выглядят, как для своей цены, сверхдостойно. Немного сильный прижим к голове, порадовала складная конструкция, мультипоинт и довольно внушительное время автономной работы. Звучат же наушники очень собрано, иногда даже чрезмерно жирненько, музыкально, с неплохой передачей нюансов, полноценным частотным диапазоном и, в случае кабеля, высокой четкостью. С Bluetooth все заметно мягче, зато если включить ANC, то серединка выровняется, да и четкость будет буквально зашкаливать. Реально неплохие для своей цены наушники, хотя и ничего общего с аудиофилией они не имеют. Ну и, как я уже сказал, столкнулся с весьма странным случаем брака, однако производитель обратную доставку мне возместил и выслал новый уже полностью рабочий экземпляр. А на этом у меня все. Это были беспроводные наушники One Audio Focus A10. Всем добра, подписывайтесь, ставьте лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра!